Sen niye geldin? Mine ile ilişkin olabilir mi? Niye üsteliyorsun sana? Olsa ne olacak ya? Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Давайте вместе посмотрим, что произойдет в новой серии. Почему Джихан пошел в дом Майн? Расскажет ли Джихан Алие все, что произошло между ним и Майн? Был ли приход Джихана в дом Майн ловушкой, расставленной Майн? Попытается ли Майн снова покончить с собой после того, как Джихан расстанется с ней? Сможет ли Алия признаться себе, что влюблена в Джихана? Расскажет ли Джихан Алие о своих чувствах к ней? Что будут делать Кая и Зерин? Попытается ли Зерин сбежать от Каи, чтобы они ничего с ней не сделали? Оправдаются ли опасения Садакат Ханем за Каю? Смогут ли они найти Каю и Зерин? Какое отношение проявят Джихан, Шахин и Махмуд Бей к Кае? Если Шахин найдет Каю по совету отца, захочет ли он убить ее? Сможет ли Алия изменить мнение Джихана после произошедших событий? Поможет ли Джихан Кае и Зерин сбежать и спрятаться, или он разлучит их и передаст Зерин ее семье? Будет ли Шахин продолжать стремиться заменить Джихана? Сможет ли Джихан выяснить, кто этот крот рядом с ним? Почему Джихан настаивает на новой поставке? Обо всем этом и многом другом в этом видео. Если вы хотите, чтобы Джихан и Аля признались друг другу в любви и начали жить своей любовью, а также помогли Кае и Зерин жить своей любовью, не забудьте поставить лайк и поделиться нашим видео. А теперь перейдем к нашему анализу, наслаждайтесь. Джихан пошел к Майн и сказал ей, что она должна оставить надежду на него, что он любит Алью, и что она должна держаться от него подальше и сосредоточиться на своем пути. Но когда Аля открыла дверь, все немного усложнилось. Поскольку Джихан теперь боится потерять Алью, он постарается ничего не делать втайне от нее и захочет разорвать все связи с Майн, прежде чем она пострадает. Майн ранее пыталась покончить жизнь самоубийством, когда Джихан хотел уйти от нее, поэтому она ждала подходящего момента, чтобы поговорить с Майн об этом. Он все время откладывал решение расстаться и говорил Майн, чтобы она занималась своими делами, потому что боялся снова поставить ее в такую же ситуацию. Поскольку ситуация начинает усложняться, Джихан захочет покинуть Майн и рассказать Алие все открыто, независимо от того, каков будет результат. Потому что Джихан, который безумно любит Алью, очень боится ее потерять. На самом деле Аля будет очень удивлена, увидев перед собой Джихана, и не сможет больше сдерживать свою ревность. В первый момент, когда она останется наедине с Джиханом, она спросит его, может ли он иметь отношения с Майн. Несмотря на то, что Майн объясняет, что у нее есть отношения с Джиханом, рассказывая все подробности, Али захочет услышать это из уст Джихана. Джихан расскажет ей об этих отношениях, но на самом деле его любовь и внимание давно закончились, а попытка Майн убить его заставила его ждать до сих пор. Несмотря на то, что Аля очень зла на Джихана, за то, что он скрыл то, что она от нее услышала, она также даст понять, что ревнует его. Джихан будет очень доволен такой ситуацией. Таким образом, как только наша пара поймет, что их чувства взаимны, их отношения будут развиваться быстрее. Майн Алия сказала, что хочет зайти к ней домой после работы, а также поговорить с Джиханом после работы, и пригласила его к себе домой. Моя цель которой столкнуть их лицом к лицу и посеять между ними разлад, на самом деле станет причиной того, что эта любовь выйдет на свет. Когда Джихан заберет Алью и уедет оттуда, у нее случится нервный срыв, и она будет много плакать. После того, как Аля спросит Джихана о Майне и получит ответ, она очень рассердится и отругает его за то, что он не такой, как все. Потому что Аля, которая осознала, что проявила свои чувства, теперь прекрасно понимает, что Джихан неравнодушен к ней. На этот раз, вместо того, чтобы совершить самоубийство, Майн доставит неприятности Алие и Джихану. Он будет строить всевозможные планы, чтобы разлучить их, и постоянно пытаться вырыть яму на их пути.
При этом он, возможно, захочет получить поддержку от доктора Угура, чтобы стать сильнее и нанести больше урона. Доктор. Заметив интерес Угура к Алие, Майн пошла к доктору с таким предложением. Он может поладить с Угуром. Когда Аля заставляет Джихана почувствовать свою любовь к нему, в которой она не может признаться даже себе, события начинают развиваться быстрее, чем она ожидала. Джихан и Аля не смогут остановить притяжение между ними. Однажды ночью, когда Джихан выпивает слишком много, он набирается смелости и признается Алие, что очень ее любит. Кая насильно увела Зерин из брачного покоя в день ее свадьбы. Зерин знает, что произойдет, и будет действовать против Каи. Зерин будет очень обеспокоена, так как она думает, что Каю убьют, потому что он похитил ее, потому что он очень ее любил. Кая планирует отвезти ее в другой город на своей машине и спрятать там на некоторое время. Но даже несмотря на то, что Зерин хочет сказать Кае, что она должна оставить его и вернуться, Кая не принимает этого. Он не позволит женщине, которую он любит, выйти замуж за другого. Когда Зерин не может убедить Каю, она строит планы тайного побега от нее. Зерин, которая считает, что ей нужно держаться подальше и отказаться от своей любви, чтобы защитить Каю, будет использовать любую возможность, чтобы сбежать. Садакат Ханем будет очень бояться, что Экмель заставит Шахина убить Каю. Садакат, которая из-за страха не может втиснуться ни в одно место, заставит Джихан найти своего брата раньше них. Джихан найдет Каю раньше всех. Но его могут затронуть слова Алии, и он захочет ей помочь. Седат, который подошел к двери особняка и сказал, что Кая похитила Зерин, может сказать ее отцу Махмуту Бею и брату Зерин Шахину, что он найдет Каю и передаст вам Зерин как можно скорее. Подавив их гнев и выдворив из особняка, он проинструктирует всех своих людей и сначала захочет выяснить, кто помог Кае. Из-за своего отца Экмеля Шахин попал в ситуацию, в которой никогда не хотел, а из-за покушения Каи он попадет в еще более сложную ситуацию, и чтобы защитить свою сестру и честь, он может поддаться провокации своего отца Экмеля и попытаться убить Кая в первом же месте, где окажется. Аля придет к Джихану, когда он будет очень зол на Каю, и напомнит ему о его словах о борьбе за любовь и о том, что нельзя разлучать любящих. Джихан будет тронут тем, что скажет Аля, и поймет, что Кая действительно предана этой девушке и что они очень любят друг друга. Я думаю, он может сказать семье Зерин, что не смог ее найти и что он продолжает поиски, а также помочь Кае и Зерин сбежать за границу. После этого инцидента Шахин станет еще более амбициозным и попытается свергнуть Джихана. Джихану бесполезно обращаться к нему по-братски и говорить ему, чтобы он отказался от такого отношения. Потому что они выставили Экмеля и Демира Шахина в плохом свете. Шахин, который взял с собой других вождей племени, теперь будет думать, что он сильнее, чем прежде, и что он может уничтожить Джихана. Джихан будет бесстрашно сражаться с ними в одиночку и попытается найти крота внутри. Даже если за ним никто не стоит, он продолжит идти по верному, как он знает, пути. Он запланирует новую поставку и тем временем попытается поймать крота. Джихан придумает очень хитрый план и найдет человека, который его предал, спланировав так называемую отправку. Итак, кто, по-вашему, человек Экмеля, который проник в самое дно Джихана? Что произойдет, когда Джихан узнает, кто крот? Решит ли Джихан помочь Кае или разлучить его с Зерин? Не пойдет ли Шахин по пути своего отца Экмеля и не будет ли он работать с Джиханом? Доктор Джихан, сможет ли он выписать Угура из больницы? Признаются ли Аля и Джихан друг другу в любви? Решит ли Майн покончить с собой или продолжит бороться за Джихана? Сбежит ли Зерин от Каи и выйдет ли замуж за Седата? На этом мы завершаем наш анализ. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы получать больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.